Царство науки не знает предела. Всюду следы ее вечных побед. Разума слово и дело, сила и свет. Модератор, главный стратег ВЭБ-РФ Михаил Хомич. Всем добрый день. Так, не знаю, как встать, чтобы никого не обидеть. Здравствуйте. Мы начинаем достаточно уникальный формат. И неудивительно, что это делает именно веб. Потому что не все сессии... то есть они все очень интересные, но не всегда по-честному вот ты выходишь и думаешь, вот я приобрел какие-то новые знания. И мы сегодня решили попробовать такой уникальный формат, когда у нас будут не просто спикеры, а лекторы. И главная задача, мы со всеми проговорили, чтобы после лекции осталось впечатление не «какой лектор замечательный, подам немножко огня», а какие-то вот конкретные вещи, которые можно использовать в своей жизни, работе, потому что слово «просвещение», оно важно и для веба, и для страны, мне кажется, в очень разных смыслах, но очень важно. Поэтому мы сегодня будем говорить о таких, наверное, вещах, которые всех волнуют. Вот кого не спросишь, мы спросили перед тем, как сделать вот эту сессию, мы спросили, что интересует. Больше всех, конечно, интересует, вот я прям зачитаю, технологии, искусственный интеллект, кадры, чему учиться, креатив, творческие профессии. Вот примерно так. Это вот топ интересов. И сегодня мы попросим, чтобы каждый спикер дал что-то конкретное по этим темам. Мы сегодня поговорим о трендах, и мы назвали это «Мастер-классы просвет». Давайте, чтобы немножко это взбодриться, поаплодируем друг другу. Вот веб еще известен тем, что в вебе иногда есть очень необычные должности. Я сейчас не про себя. Так вот, у нас есть замечательная лекция, которая называется «Архитектура будущего». Кстати, могу всем сказать, что у нас абсолютно сегодня свободный формат. Можно говорить сколько угодно. Единственная просьба — не больше 10 минут. Вот это очень-очень важно, потому что потом микрофон обрубается. Вот. Так вот, архитектура будущего — это все-таки больше про архитектуру или про будущее? И мы попросили рассказать об этом, знаете кого? Архитектора будущего ВЭБ-РФ, именно так звучит должность, Сергея Кузнецова. Сергей, аплодисменты, просим вас. Добрый день. Не пойму, почему у нас все еще не аншлаг здесь, хотя тема, мне кажется, самая что ни на есть живая. Тогда, так как у нас Михаил мне назначил 10 минут, и потом отключит меня, я начну сразу без раскачки. Вот эти слайды, которые включили сейчас, это не случайно, видите, это к архитектуре имеет некое отношение, но не совсем. Вот там пчела с ульем и плотина бобровая. Обычно люди вообще не понимают, думают, что это какая-то ошибка в этой презентации, но я когда-то, когда начинал свою, такие публичные выступления на тему, для не профессиональной среды, а для людей, которые просто интересуются, любят архитектуру, сделал для себя вывод, что обычно есть какое-то тотальное заблуждение, непонимание вообще, что такое архитектура, откуда она взялась, почему она с нами есть и как она развивается, но, соответственно, не понимая всего этого, понять про будущее архитектуры тоже ничего невозможно. И я обычно начинаю с вопроса, вот этот вот разговор, который для себя сделал в виде презентации, с которой я периодически выступаю, когда нужно поговорить про какие-то очень фундаментальные вещи, начинаю с вопроса, архитектура ли является, например, пчелиные соты, плотины бобров, там еще у меня есть дупло, там лесы, птичьи гнезда. В общем, много всякой всячины, которую создают животные, и это тоже не само по себе получилось, а кто-то это сделал вполне себе осознанно, и не у всех есть руки, но рукотворно, скажем так, то есть не от дождя это налилось, а не от снега насыпалось. И сейчас у нас, к сожалению, опять же, из-за 10 минут имени Михаила у нас нет времени позадавать вопросы аудитории, но обычно, как ни странно, для меня это очень странно, люди, когда я задаю вопрос, архитектура ли это, примерно 80% людей поднимают руки и говорят, да, это архитектура, конечно, это же... есть триада Витрувия знаменитая, знаете, такой Витрувий все, да? Это римский архитектор, который ввел знаменитую триаду «Польза, прочность, красота».
что такое архитектура, да, это нечто полезное, нечто прочное, нечто красивое. И, в общем, можно сказать, что там эти соты, эти гнезда, они по-своему красивые, по-своему прочные и по-своему полезные, безусловно. То есть вроде как это архитектура. Но, тем не менее, я настаиваю, и сейчас объясню, почему я это делаю, что эта архитектура является нашим видовым отличием. Никакие больше живые существа, кроме людей, архитектуру не делают. И вот это все не архитектура. Потому что триада Витрувия описывает, как ни странно, не все ключевые параметры, а упускает кое-что важное, я считаю, не просто важное, а вообще ключевое и принципиальное. И если мы зададимся вопросом, как изменилось с момента появления, мы не знаем, когда появились, условно, там гнезда или эти соты, но можем предположить, или там муравейники, которые муравьи делают, что, наверное, за все время существования эти структуры, скорее всего, никак не изменились. Ну, или изменились незначительно, и уж точно не потому, что их создатели имели какую-то идею изменения и идею чего-то, кроме реализации понятной им задачи, понятной функции, не знаю, убежища там, от непогоды, от хищников и так далее, вынашивания потомства. А архитектура наша, вот примеры, например, того, что можно назвать архитектурой, вполне смело, точно, без оговорок. Она из разного времени взята. Пирамиды, Кишский погост. Еще там у меня есть парочка вот постарше, там, да, Стоунхендж. Вот помоложе, да, вот эти камбоджийские штуковины. Видно невооруженным глазом, что здесь как-то это отличается от гнезд, нор, муравейников и так далее. И главное отличие, которое, мне кажется, здесь очевидно совершенно, даже не то, что это может быть более сложно, там, да, как-то по-разному выглядит, а еще и то, что со временем это неизбежно меняется. То есть архитектура, которую в мегалитическую эпоху делали наши предки, совершенно непонятно как, невероятно, как эту штуку можно было сделать, там эти камни тащили за кучу километров. И то, что делается сейчас, это все не похожие вещи друг на друга, они драматическим образом изменились. И вопрос при этом, который тоже невозможно не задать, в отличие от любого там гнезда, норы и так далее, у которых есть понятная функция, назвать понятной функцию вот этих вот структур сразу так вот не получается. Понятно, что мы все связываем это с религией так или иначе, это очевидно, но представить себе, что люди, которые сами живут в каких-то там пещерах и, не знаю, землянках, в общем, скажем так, быт у них, мягко говоря, не лучшим образом устроен, они всю свою энергию вкладывают в то, чтобы создать вот такое. Да, то, что требует колоссальных вложений энергии. А зачем? То есть ученые до сих пор там до конца не уверены, что это... Ну, то есть зачем пирамида, чтобы что? Чтобы похоронить одного человека? Ну, вроде можно скромнее похоронить, сэкономить кучу сил. Но нет, да, строится пирамида и строится там Стоунхендж и так далее. И тут мы наталкиваемся на, мне кажется, очень ключевой и важный момент, который в архитектуре неизбежно присутствует, который вообще дал ей рождение, кстати, не только архитектуре, а вообще всем видам искусства, что есть некая сверхзадача, которую есть смысл определить, почему вообще она появилась. И чем мы вообще отличаемся от всех животных в этой связи. Отличаемся мы, очевидно, тем, что мы, как никто другой, способны массово взаимодействовать и способны так делать, потому что у нас есть возможность иметь какую-то общую систему ценностей. То есть я это связываю, например, с религией. Вот здесь Евгений Раскатов, настоятель Анненкирхе. Можем, да, поприветствовать. Мы с ним много на эту тему дискутировали. Я очень благодарен, что, да, коллеги пришли сегодня послушать. И то, что я рассказываю, это все плод моих собственных размышлений или вот таких вот бесед, что действительно система ценностей, которая позволяет нам идентифицировать друг друга неким комплементарным образом, а не убивать сию секунду при встрече, это именно религия, которая нам дала эту возможность. И мы смогли абсолютно там, не знаю, миллионами, безграничным количеством наших вот человеческих особей делать что-то вместе. И архитектура, и вообще искусство стало главным проводником, главным инструментом как бы насаждения, убеждения, в общем, внедрения веры, так скажем, да, потому что вера является основой всего. То есть это у нас сегодня много инструментов веры, да, помимо архитектуры. Когда-то понятно, что люди каменного века смотрели на эти камни и понимали, что да, тут есть что-то сверхъестественное, пирамида, что это совершенно что-то сумасшедшее, невероятное, и, наверное, без божественного прямого вмешательства сделать это невозможно. Но сегодня есть другие инструменты веры, которые, в принципе, родились
абсолютно оттуда же, ну, типа деньги, например, они же тоже объективно ничего не стоят, если мы не верим в то, что они чего-то стоят. Так что, как ни странно, есть тут прямая связь. И тема вот этой веры, тема способности людей удивляться, проявлять чему-то внимание, поражаться чему-то, восхищаться чему-то, я считаю, является неотъемлемой частью архитектуры. И иначе это не архитектура просто, при том, что вот этот слайд, тут, видите, все в телефонах сидят, и тут мы сами знаем, да даже сейчас в зале в телефонах сидит, хотя я тут что-то рассказываю. Мы понимаем, что наш конкурент сегодня за внимание — это даже не другая архитектура, не другое искусство, а медиа-контент. То есть история меняется, вызовы, меняются цивилизация, мы все меняемся, и то, какая должна быть сегодня архитектура, и заглядывая в будущее, архитектура будущего, потому что тут тема так заявлена, хотя, честно говоря, это можно рассказывать вне контекста будущего, хотя в контексте будущего интересней, то мы говорим о том, что мы вообще-то конкурируем вот с этим совсем, с телефоном. Поэтому архитектура, ну, я поставил примеры, это Томас Хизервик и Асиф Хан, два объекта, Вессель в Нью-Йорке, и на Экспо такая конструкция была из абсолютно такого инновационного, классного материала графена, нашими, кстати, российскими учеными придуманного. Он очень легкий, очень прочный. Мы видим, что архитектура сегодняшнего дня, она абсолютно архитектура впечатлений. Она не похожа ни на что, она вообще может часто не выглядеть как архитектура. У нее часто может быть у этих двух объектов абсолютно неочевидная функция. То есть в этом плане ничего не поменялось со времен пирамид. Функция непонятна, штуковина часто может быть очень большой, размашистой и неочевидно, зачем сделана, но сделана и пользуется сумасшедшим абсолютно успехом и популярностью. Так что, переходя быстренько, вижу, что время и надо сворачиваться, понятно, к тому, что я делал в своей практике, и то, что я считаю является манифестом архитектуры будущего, и то, какая она будет, и куда она развивается. Это примеры уже из моих проектов «Кампус Бауманки», вот такой глаз, это вид сверху, и «Русско-идеальный проект», который манифестирует, как бы, что такое архитектура сегодняшнего дня и будущего. Это архитектура, которая вообще не обладает никакими атрибутами архитектуры. У нее нету дверей, окон, крыши, основания, она там может висеть в воздухе. То есть это все что угодно, что способно вызвать эмоцию, какой-то живой отклик, удивление, что способно конкурировать вот с этим вот замечательным нашим медиаконтентом. И еще для завершения пару проектов. Время как раз у нас вышло. Это московские проекты. Сейчас они в процессе стройки. One Tower. И то, что как раз я когда-то начинал делать с Web.RF, а потом судьба меня свела, и я стал членом этой команды и этой компании. Сейчас уже занимаюсь проектом Слава 5 уже изнутри. Но вот я считаю, это то, что надо делать, то, что можно делать. Это сегодня реализуется. Это вполне себе отвечает, на мой взгляд, вообще понятию архитектуры будущего. Спасибо. Сергей, спасибо огромное. Видит Бог, это не я, тайминг придумывал. Вот. Но я все-таки вопрос один быстро хочу задать. Вот все всегда думают, какие профессии убьет искусственный интеллект. Вот искусственный интеллект сильно ли изменит профессию архитектора, ну, потому что он быстрее нарисует, или он будет помощником, а человек все равно будет творить? Просто убьет и изменит, это же не одно и то же, да? Не одно и то же. Спасибо, да. Я уверен, что он, конечно, не убьет. Я могу сказать так, изменит, да, сильно и меняет сейчас, но не принципиально. Тем не менее, сильно, но ключевая история, то, что архитектура, как я уже сказал, это наше видовое отличие, это абсолютно человеческое явление, никому больше оно не присуще. Оно может убить, условно, профессию, если только роботы будут проектировать для роботов, не для людей. Пока архитектура делается для людей, принципиально ничего не поменяется. Мы уже проходили технологическую серьезную революцию, когда появился вообще софт компьютерный, да, я застал ее. В начале моей карьеры люди чертили еще на кульманах, руками, линейками, решинами и так далее. И все думали, ах, сейчас придет, значит, компьютерный софт, и мы все окажемся на улице. Ничего подобного не случилось. Архитектур стало только больше. Я уверен, что и сейчас тенденция будет, ну, примерно в ту же сторону. Супер. Большое спасибо. А вы перфекционист, кстати? Я нет, абсолютно. Нет. Спасибо. Я сейчас объясню, почему я это спросил. Я не могу не сдержаться. Вы показывали... Извините, коллеги, не могу не сдержаться от одной истории. Недавно общался с Иваном Хохловым, 12 Stories, который сделал бренд. Узнал от него потрясающую историю. Вы знаете, вот вы показывали бобров. Сейчас странно звучит, но сейчас все поймете. Бобры — это чемпионы мира по перфекционизму среди животных. То есть у них в плотинах веточка лежит там, где надо лежать. И с точки зрения бобра... Это было видно по... Да, с точки зрения бобра плотина — это совершенство. Это часть 1. Часть 2. Бобры очень умные животные. На них очень сложно охотиться. И когда охотник подходит, они ныряют, и они могут под водой сидеть часами, ты его не выследишь.
Как охотятся на бобров? Никогда не думал, что мы об этом поговорим в вебе. Охотник шерудит плотину, и у бобра когнитивный диссонанс. Если всплыть и исправить, то его убьют. А если сидеть, ну как это, разрушили совершенство. Природа побеждает, он всплывает, охотник побеждает. К чему я это хочу сказать? Перфекционизм убивает. Очень хорошо, что вы не перфекционист. Спасибо огромное за потрясающую лекцию и за потрясающие проекты, которые делаются в Москве и не только. Спасибо огромное. Все. Больше таких странных историй не будет, Станислав. Прости, пожалуйста. Значит, едем дальше. Мы сегодня поговорили уже про технологии архитектуры, но технологическое образование — это то, что сейчас развивается быстрее любых учебников. И вот я, как вот Сергей сказал, что дети уже там мало того, что постоянно в телефонах, они не воспринимают длинные форматы. И вопрос, как им вообще преподать технологии, как до них донести, и какие международные тренды изменят образование будущего. И как правильно продать детям, что ли, я не знаю, чтобы им это понравилось, и они не просто использовали технологии просто так, а действительно чему-то учились. Я хочу попросить рассказать об этом не Ордана, доцента Скалтеха, физика мирового уровня. Ини, прошу вас. Thank you very much. Thank you very much for the introduction. So, good day to you all, and thank you very much for attending. Спасибо большое за ваше участие в этой презентации. Сегодня мы поговорим о международных тенденциях в обучении. Мы поговорим о технологиях, о физике и о технологических системах, и об инженерии. Извините, у меня проблемы со слайдами. Итак, что такое инженерное дело? Инженерное дело — это использование науки, естественных направлений и технологий, а также логики и геометрии. Различия между традиционными изучением дисциплин и изучением дисциплин STEM, так называемых естественно-научных дисциплин, заключается в том, что естественно-научные дисциплины STEM предполагают сотрудничество и интердисциплинарность, междисциплинарность. Это крайне важно для реализации конкретных проектов, потому что на сегодняшний день конкретные проекты требуют многогранных знаний по различным направлениям. За последние годы у нас было два очень ярких феномена, очень важных событий. Во-первых, первое — это пандемия COVID. Конечно, во время пандемии нам пришлось полностью изменить наши форматы работы, и пандемия COVID заставила нас изменить традиционные способы сотрудничества и коммуникации. Ну и второе событие, второй феномен — это военные действия, которые продолжаются до сих пор, которые также заставляют нас подстраиваться к новому миру. Следующее также — это приход искусственного интеллекта. Но мы не знаем, что готовит нам будущее на фоне всех этих изменений. Мы не знаем, как мы будем обучать следующее поколение рабочей силы. Фактически, нам необходимо надежное образование в кластере STEM, в кластере естественно-научных дисциплин. И такие программы начались в 2008 году. Это первая платформа МУС, которая включает в себя большое количество различных открытых курсов. Она функционирует до сих пор. И на сегодняшний день у нас около 200 миллионов подписчиков на этой платформе. Данная платформа предлагает свободный доступ к различным научным университетским курсам, бизнес-курсам. И именно бизнес-курсы составляют около 40%, и 72%
тех, кто использует эту платформу и получают сертификаты, сдав экзамены и сдав свои конкретные выпускные работы и проекты, эти выпускники получают дополнительные преимущества, потому что у них образование более гибкое, соответственно, перед ними открываются большие возможности для трудоустройства. На сегодняшний день университеты также заинтересовались такого рода платформами. Это платформы типа Coursera, и стараются размещать на этих платформах свои курсы и как-то подстраиваться под эти обновленные требования. Следующий момент — это генеративный искусственный интеллект. That as a teacher, all Примечательно, что, будучи педагогом, я знаю, что все мои студенты, в особенности российские студенты, говорят, что они используют искусственный интеллект, но используют его только в качестве наставника. Но мы также видим, что 20% высших учебных заведений также говорят о том, что они применяют ИИ в своих образовательных программах. Крайне важно уметь правильно пользоваться этими инструментами, потому что эти инструменты, они могут приносить пользу, но они могут также иметь и пагубное воздействие. На сегодняшний день искусственный интеллект используется в огромном количестве различных сфер. Это создание видео, создание графических изображений, технологии кодирования. И на сегодняшний день все технологии искусственного интеллекта капитализируются и составляют капитализацию в $700 миллиардов. Далее, это архитектура виртуальной реальности. Здесь самое главное заключается в том, как мы используем эти инструменты и в какой степени мы используем эти инструменты. Потому что мы понимаем, что в чашке меда ложка дегтя. И поэтому нам необходимо использовать эти инструменты мудро. Сколтек в своих программах по образованию, в программах STEM, используют технологии виртуальной реальности, симуляционные технологии, иммерсивные технологии. И 30% дисциплин STEM в будущем будут развиваться на базе технологий виртуальной реальности. Студенты приветствуют такую практику, потому что эта практика позволяет им вовлекаться. Мы знаем, что вовлечение во многом развивается за счет виртуальных технологий, технологий виртуальной реальности. Далее, коммуникация. Различные модули и технологии текст-речь позволяют нам создавать специальные пространства, где студенты могут получить доступ к прототипам очень дорогого оборудования, и таким образом у них есть возможность научиться применять теорию на практике, что, соответственно, является дополнительным стимулом для обучения. И у студентов таким образом развивается, скажем так, предпринимательское видение и прогностические способности. Это очень важные образовательные инструменты, которые позволяют свести воедино практическое применение и теоретические знания. Также есть дисциплины STEM+, куда входят еще и направления, связанные с искусствами. Это тесный симбиоз между естественно-научными дисциплинами и гуманитарными дисциплинами. Такого рода синергия позволяет студентам приобретать еще больше компетенций для того, чтобы решать
те проблемы, с которыми они сталкиваются. Единственная проблема — это ресурсы. Фактически STEM Plus помогает студентам отойти от теоретического академического знания и перейти к коммерциализации этого знания. То, что формирует из сегодняшних студентов будущих лидеров. Мы хотим в Сколтех развиваться еще дальше. У нас есть специальный проект, который черпает вдохновение из MIT Golden Engineering и призван также внести свой значительный вклад в технологическое развитие в сфере образования. Я подготовил короткую презентацию и буду рад ответить на ваши вопросы. Спасибо огромное за внимание. Есть ли вопросы? Спасибо огромное. Вопрос один. Я своим студентам даю такие задания. Я стараюсь дать им такие задания, которые позволят им использовать искусственный интеллект самым лучшим, самым выгодным для себя образом. Я всегда стараюсь, чтобы это было интересное задание, и они могли извлекать пользу из искусственного интеллекта. Каким образом вы стимулируете у ваших студентов креативность и желание создавать самостоятельно, при том, что они должны при этом использовать искусственный интеллект? Фактически мы говорим студентам, что можно делать, что делать нельзя в использовании искусственного интеллекта. Должны быть четкие правила, и их должны знать как студенты, так и преподаватели. Ну, например, я преподаю термодинамику, и я хочу, чтобы студенты решали конкретные задачи. И конкретно они хотят использовать искусственный интеллект. И чтобы искусственный интеллект полностью за них решил. Но они так делают? Да, они делают, стараются, иногда так делают. Но знаете, что важно? Важно не оценка, а важно получить знания, получить потенциал, компетентности, которые смогли бы потом этого специалиста вывести на лидерские позиции. Нужно получить опыт. Поэтому я говорю студентам, одно дело — это оценка, а другое дело — это компетенция, это навык, это опыт. Это ваш выбор, и у каждого выбора есть своя цена. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо за ответ. Очень интересно. О искусственном интеллекте, об образовании. Очень понравилось, что это еще и предпринимательство стимулирует. Но сейчас хочется поговорить о каком-то таком более человеческом, что ли, вовлечении, потому что образование, искусственный интеллект, все это здорово, но вот просто пообщаться друг с другом, что-то узнать новое, это уже, мне кажется, роскошь. Все помнят, у нас были экскурсии в школах. И это всегда были классные тусовки. И дело даже было не в том, что рассказывали, а как ты вместе проводишь время. А если это еще интересно, это вообще классно. И мне кажется, вот конкуренция с гаджетами может быть выиграна как раз новыми иммерсивными форматами или старыми форматами типа экскурсий, да, если они здорово сделаны. А вот об этом, о том, как сделать экскурсии по-настоящему интересные, как победить гаджеты, я хочу попросить рассказать Наталью Виртуозову, но перед тем, как она выйдет и расскажет об опыте Национального центра «Россия», давайте посмотрим небольшой ролик. Никогда раньше я не была на таких выставках. Столько много интерактива, вот даже информации много, вещей, которые можно посмотреть, некоторые даже потрогать. Вся выставка, конечно, очень яркая, определенно заслуживает, что приютит себя даже в дальних регионах России. В нашей стране живет много национальностей, много конфессий, и мы при этом дружный народ и очень любим свою страну. Наташа, прошу вас. Всех приветствую, всех поздравляю с началом Питерского форума. Вот, спасибо большое, Михаил, что пригласили нас. Нам очень приятно на вашу сессию. Я сразу начну с того, что Национальный центр «Россия» был создан по распоряжению нашего президента. И главная цель Национального центра «Россия», одна из главных целей — это просветительская.
Мы шли мы шли своим путем, потому что когда мы создавали выставку России, то перед нами была непростая задача. Нам надо было собрать, помимо министерств, ведомств и так далее, нам было самое главное рассказать про нашу страну. У нас богатейшая страна, уникальная страна, 89 регионов, более 190 национальностей. У нас есть регион, в котором люди говорят на 34 разных языках. У них 34 разных языка. И нам надо было, много нас было больше, чем в 10 регионах. Наверное, немного. Я знаю очень много людей, потому что к нам сейчас много приезжают с разных уголков нашей страны. Я знаю людей, которые были только в одном регионе. И вот у нас была задача рассказать абсолютно разной публике про нашу страну. Но выставка была настолько большая, у нас была еще задача вернуть посетителя к нам. И мы с гордостью можем сказать, из 20 миллионов, почти 20 миллионов посетителей выставки России, у нас почти 30% людей, которые вернулись к нам 3 и более раз. Поэтому наверное, Миша поэтому меня пригласил, поэтому мы, наша команда, можем говорить о том, что мы, наверное, почувствовали, как завладеть вниманием гостя, очень разного гостя. И то, о чем говорил сегодня Сергей, заставить его выйти из гаджета и послушать, получить знания. Потому что, еще раз повторю, цель Национального центра — просветительская миссия. Рассказать о нашей великой стране, о ее достижениях. Еще раз нам вспомнить о наших традиционных ценностях. Вот как это сделать? Мы, конечно же, поняли, что в первую очередь это атмосфера. А атмосфера — это эмоции. Ничего не может быть другого. Это эмоции. Поэтому у команды, мне кажется, мы имеем право, наверное, уже сейчас так сказать, получилось создать именно атмосферу для передачи знания. Но мы не говорим получить знания, мы говорим влюбиться в знания. И человек хочет дальше получать знания, потому что когда он хочет влюбляться. Поэтому, влюбляясь, он получает знания. Безусловно, у нас есть нормальные инструменты. Это мы не просто ходим где-то в пустом пространстве и влюбляемся. В Национальном центре России несколько выставок. Есть постоянная выставка, это «Путешествие по России», где приблизительно за час-полтора можно узнать все 89 регионах. Это есть временные выставки. Вот у нас недавно закончилась выставка сказок, книга сказок. Кстати, хочу сказать, и нам очень приятно, что Национальный центр России вот этими своими эмоциями, влюбленностью, то, что нас посещает очень много, мы слышим друг друга, все мы это делаем вместе, мы делимся, с нами делятся. Нам удается создавать тренды. И я знаю, что очень много людей были на нашей выставке «Книга сказок». И мы видим, что сегодня на питерском форуме, и вообще сказка востребована. То есть тренд идет дальше. И не только в этом. Почему? Да потому что человек, особенно сейчас, мы так много говорим про искусственный интеллект, технологии и так далее, но именно сейчас человеку нужна эмоция. Также я здесь с Сергеем горячо соглашусь по поводу веры. Человеку нужна эмоция, он должен верить, он должен восторгаться, он должен влюбляться и, конечно же, гордиться. Но вообще у человека есть такая нормальная человеческая потребность быть счастливым. А чтобы быть счастливым, нужно получать эмоции. Я уже повторяюсь, наверное, так как Миша нам дал не очень много времени, я просто хочу сказать, что это, наверное, один из самых главных тезисов. И сегодня, когда по распоряжению президента в наших регионах создаются филиалы, мы, конечно, все вместе, спасибо большое, что здесь несколько регионов пришли послушать наше выступление, мы также идем через создание атмосферы. Нам хочется, чтобы филиал — это был тот дом, куда придут и взрослые, и дети, потому что им там хорошо, потому что они там счастливы, потому что они там влюбляются, но проходя выставки, для нас очень важно, и я тоже здесь мы поняли, что это крайне важно, мы настаиваем на то, чтобы
приходили выставки группами и обязательно с экскурсоводами. Потому что экскурсовод делится через свою эмоцию, через свою любовь к родине, он делится знанием. Это очень важно. И, конечно же, я сейчас говорю, могу почувствовать, что вот настолько вот все влюбляются. Еще раз повторю, безусловно, это технология, безусловно, интерактив, безусловно, очень много, особенно для деток, которые любят потрогать, отрезать, что-то запустить. Безусловно, это не обсуждается. Но продать это без атмосферы эмоциональной невозможно. А значит, невозможно поделиться знаниями, когда я говорю про просвещение. И еще раз, вот мы сейчас проходим и видим, что у нас уже даже язык не поворачивается, что нужно посмотреть или посетить выставку. Мы сейчас говорим о том, что выставку надо прожить. И вот через это проживание человек получает это знание. Это очень важно. Но самое главное, оно ему не надоедает. Он сохраняет вместе с этой любовью любопытство к новому знанию. И для нас это крайне важно, особенно в национальном центре выставки меняются. Нам очень важно заполучить аудиторию, и чтобы она приходила к нам и новая, и те, которые вновь и вновь, мы и уже можем гордиться, что у нас такие есть. И я еще раз хочу сказать, мы очень благодарны тому, что Национальный центр выступил с инициативой открытого диалога, открытого, справедливого диалога. И мы видим все больше внутри нашей страны присоединяются к нашей инициативе и вокруг в мире, потому что вот мы сейчас участвовали в нескольких странах, Национальный центр принимал участие в форумах и выставках. И вы знаете, мы привозили разные товары, где-то продавали, рассказывали, деловые программы у нас проходили. Но самый бум вызвала одна простая неваляшка, которую мы привезли, и узбеки, и китайцы, и все влюбляются в эту несгибаемую, улыбающуюся, наивную, да, наверное, не игрушку, а вот такой наш символ. Вот, поэтому я, заканчивая, хочу сказать, что именно сегодня, именно в этом меняющемся мире, чтобы передать знания, влюбить знания, захотеть, желать, нам нужна красота, любовь и эмоция, и нормальное человеческое желание быть счастливым. И я вот хочу сказать, у нас вот президент открывал год единства в нашей стране, и он, заканчивая, сказал, обращаясь вот к этой аудитории, испытываешь невероятный восторг и удивление от того, что мы такие разные, но мы при этом все вместе. Спасибо большое. Наташа, спасибо вам огромное. Буквально один вопрос. Ну, во-первых, у вас абсолютно потрясающая выставка. Всем стоит побывать. Это даже не выставка, а пространство. Просто вот Спасибо, придите, Миш. там правда что-то невероятное. Но я хочу, может быть, такой немножко сложный вопрос задать. Потому что есть дети, вот я даже вот там на своих смотрю, они уже вот, ну, к сожалению, иногда вот человек просто реально вот телефон, ну, к сожалению, Да. это очень большой конкурент. И здесь есть два пути. Первое, делать что-то классное онлайн. То есть Центр России говорит, мы идем и онлайн, и ты можешь посетить выставку онлайн. Или нет. Нет. Все-таки давай-ка выходи и приходи. Вот какой здесь правильный ответ, если вы его уже знаете? Миш, нет. Приходи, потрудись. Ты знаешь, что влюбиться-то легко, а вот сохранить любовь непросто. Вот поэтому надо потрудиться. Поэтому влюбляйся, приходи. Безусловно, мы все развиваем. Можно онлайн, и на всех у нас платформах есть, и у нас, безусловно, есть 3D-выставки. Но нет, мы категорически, мы очень настаиваем на то, чтобы пришли вместе. Нам очень важно, чтобы пришли группой. Здорово, когда приходят с родителями, с учителями и семьями. И очень важно, чтобы шел экскурсовод. Поэтому и сегодня в Национальном центре России у нас работает школа юного экскурсовода. Потому что очень важно тот, кто передает знания, как он передает. И очень важно, чтобы тот, кто передает, все время это знание обновлял. Супер. Надеюсь, не будете сворачиваться с этого пути. Наташа, спасибо вам огромное. Спасибо большое. Мне кажется, вообще очень важная история. У нас потрясающая страна, у нас бесконечное количество потрясающих продуктов, изобретений, и у нас не очень хорошо с продажами. То ли мы этого стесняемся, то ли мы считаем, что этим не нужно заниматься. Продажа вообще, само себе слово, не очень красивое. Но уметь это все упаковывать и продвигать, это,
Есть те, у кого продукты не очень, но вот продавать они не стесняются. Миш, можно вот я воспользуюсь, что я девочка, Да, конечно. а тут одни мальчики, я на одну секунду. Ты Да, вообще, рассказывала не про вопрос. бобров, а я про итальянцев расскажу. Мы работали на выставке «Россия», и к нам приехала итальянская делегация. Очень модный, симпатичный мужчина. Вот. И я с удовольствием им рассказываю. Я рассказывала, так получилось. Я им рассказываю 4 часа. Они так внимательно, с таким любопытством, кстати. Ну, потому что у нас очень красивая выставка. Вот. И я им рассказываю. И потом его провожаю, он вроде такой в восторге. А он мне говорит, я вот вас сейчас буду ругать. Я говорю, за что? Он говорит, я вот шел, но это было, слава богу, в самом начале выставки. Это был для меня урок и для всей моей команды огромный. Он говорит, я шел 4 часа, и я ждал, когда вы скажете, что это самая лучшая страна, самая лучшая гора, самая лучшая технология, и все остальное тоже самое лучшее. С тех пор мы меняемся. Супер. Спасибо огромное. Сейчас поговорим об очень таких конкретных практических вопросах, потому что, опять-таки, там, вернусь к подрастающему поколению, многие же просто вот спрашивают, куда пойти учиться, чему пойти учиться, что будет полезно, что будет бесполезно. Вот у меня старшая дочь говорит, я не люблю математику, я творческая, я креатор. Пап, ты это ценишь? Я говорю, очень ценю. Если к вечеру задачи по математике не будут решены, то все будет плохо. Вот, поэтому вот кто-то верит, что нужно все равно учиться там цифровым навыкам, кто-то верит, что нужно работать с интеллектом, а кто-то считает, что, ну, если человек креативный, то это тоже пригодится в новой экономике. Вот мы специально позвали Евгения Терентьева, директор Института образования Вышки. Евгений, чему нужно учиться? Как нужно учиться? Вот здесь вот кликер. Все, прошу вас. Аплодисменты. Отчасти более простая задача. Я здесь благодарен профессору Хенни Уэрдан, который часть идей, которые я хотел, соответственно, рассказать, уже представил, поэтому я постараюсь сфокусироваться на основных вещах. И я хотел бы начать с благодарности организаторам, не потому что меня позвали, может, другие спикеры были бы лучше, но очень за хорошую постановку вопроса. Вот то название, которое было предложено для моего выступления, «Новая экономика, новые компетенции, успевает ли образование за рынком», мне кажется, очень ясно наводит на фокус вот такого нерва, который сегодня как бы в целом такой красной нитью идет через все вопросы, которые касаются такого социально-экономического развития. Вот примерно 50 лет назад известный там нобелевский лауреат по экономике Ян Тинберген как бы описал это в своей книге, когда он просто решал простую задачу. Он стал анализировать условно опыт разных стран и траектории вот с точки зрения экономического неравенства, расслоения внутри этих стран, и выяснил, что на самом деле как бы базовый фактор, который приводит к тому, что какие-то страны начинают тормозить на пути своего экономического развития, он состоит в том, что вот в этой гонке между технологическим развитием, которое как бы провоцирует, соответственно, важность развития новых компетенций и формирования специалистов, которые обладают этими компетенциями, и тем, насколько успевает, да, и двигается энергично система образования для того, чтобы обеспечить вот этот спрос соответствующим предложением, вот ровно на месте, где возникает разрыв между спросом и предложением, и возникает буксировка развития экономического, социального и культурного в разных странах мира. И в этом смысле это базовый вот такой вопрос, условно, который важно ставить, когда мы обсуждаем разные аспекты социально-экономического развития. А вот где возникают эти разрывы и как их преодолеть, как сделать так, чтобы в этой гонке вот эти две стороны, спроса и предложения, они шли ноздря в ноздрю и соответствовали друг другу. И, соответственно, я попытался использовать там данные наших исследований и, соответственно, то, что мы знаем из международной аналитики, упаковать и показать, условно, что мы знаем про то, где возникают сейчас эти разрывы и как университеты могут реагировать и что должны делать для того, чтобы эти разрывы снижать. Вот. Ну вот для фиксации, да, просто почему важно сейчас обсуждать. Есть ряд исследований больших международных, вот здесь результаты, я даже не буду там называть авторов, одного из таких метаанализов, которые, анализируя отдачу от образования в разных странах мира, пришли к очень такому, в общем, интересному выводу о том, что хотя мы за последние 40 лет, у нас произошла радикальная массовизация высшего образования и, ну, просто демократизация, да, доступ к высшему образованию расширился, вот, но при этом нет вообще роста существенного зарплатной премии от образования. Это значит, что диплом перестает быть сигналом самим по себе. И у рынка труда, который регулирует по факту вот эту зарплатную премию,
появляется запрос на более глубокое понимание, а что внутри этих дипломов. То есть какие навыки сегодня являются как бы мейнстримом, в которые нужно вкладывать, а еще более сложная задачка, условно, как сделать так, чтобы университеты понимали, какие навыки в будущем будут востребованы. Я здесь тоже вот обращаю внимание вот про эту дискуссию. Мне кажется, здорово, что мы пытаемся посмотреть дальше за этот горизонт. И вот на самом деле это большой вопрос. То есть вот эта ситуация фиксирует, что пока образование, кажется, проигрывает в этой гонке и не нашло вот этого рецепта, как динамично развиваться в этой коммуникации, в этом диалоге с рынком труда. Здесь в обобщенном виде, да, не знаю, кто-то из вас наверняка читал доклад по итогам Всемирного экономического форума, они делают этот Future of Jobs, да, про то, условно, как меняется рынок труда и что будет востребовано в ближайшее время. Вот фиксация того, что международные коллеги, международные эксперты видят в качестве тех навыков, которые сегодня должны быть кором образования и которые будут развиваться и дальше, да. И здесь все просто. Мы возвращаемся к той дискуссии, которая уже была. Владение искусственным интеллектом эффективно — это, ну, абсолютный must-have, это то, что сегодня является как бы важным образовательным результатом. И то, на самом деле, что стихийно не развивается, это то, как бы вокруг чего образование может выстраивать систематическую деятельность и разрабатывать те инструменты, которые позволят вот действительно делать это в разумном режиме, ответственно, но с максимизацией полезности от этого инструмента. Работа с большими данными и в целом с данными — это тоже ключевой навык, который сегодня востребован в совершенно разных областях. Технологическая грамотность. И, конечно, тоже вот здесь очень важно, где появляется вот это еще более человеческое, на самом деле повышенный запрос в совершенно разных отраслях на креативность, на креативное мышление, умение не просто воспроизводить как бы цепочки процессов и действовать по алгоритму, но и условно предлагать новые алгоритмы, ответственно принимать решения, отвергать. И здесь вот тоже уметь работать с ошибками, тоже в том числе это такая вот важная компетентность, которая сегодня становится важной. Вот единственное, вот, что мне не хватило в названии, которое было предложено, там не появилось слово «технологии», оно важно, потому что по факту вот эта история про вот эту гонку между рынком труда и навыками, она ускоряется, да, и основным таким движущим фактором является развитие технологий. И вот тоже здесь данные по результатам этого доклада о будущем профессий, да, что по оценкам, соответственно, экспертов, примерно там 40% навыков устареет и изменится к 30 году, и порядка 60% работников нужно будет в связи с этим переобучить. Мы с коллегами проанализировали научную литературу, выпущенную за последние там 7 лет, про то, условно, на какие навыки сегодня технологии влияют сильнее всего. Там больше 500 источников было проанализировано. Вот здесь вот результат, который, мне кажется, важно отфиксировать, что на самом деле, да, есть вот эти группы факторов, которые подвержены более серьезным рискам и к которым нужно пристальное внимание. Это социальные навыки, умение коммуницировать, умение проявлять эмпатию, вступать в взаимодействие, формировать социальные связи, цифровые навыки и, соответственно, сложные когнитивные навыки, в отношении которых вот повышенный спрос вот в этой технологической реальности. У нас рутинные навыки все больше замещаются искусственным интеллектом, но при этом сложные когнитивные навыки, умение принимать решения, разрабатывать, условно, какие-то модели, оно становится вот критически необходимым, да, и конкурентным преимуществом на рынке труда. И вот здесь я тоже это фиксирую, что, условно, на самом деле примерно там 35% рабочих мест сегодня требуют умения принятия решений. Эта ситуация радикально отличается от той, которую мы видели, условно, 15 лет назад, когда там примерно 6% рабочих мест, вот в отношении них фиксировался вот этот запрос. Что здесь как обеспечить эту стыковку, под какими вызовами стоят, соответственно, университеты сегодня, которые занимаются подготовкой этих специалистов, да, это важно, чтобы безусловно, интегрировать и давать адекватный ответ на распространение технологий искусственного интеллекта, но важно, чтобы университеты готовили тех, кто умеет критически работать с этой технологией и, конечно, делать ставку на развитие вот этих неавтоматизированных компетенций, навыков высшего порядка, в отношении которых сегодня есть и повышенный спрос со стороны рынка труда, и повышенная отдача. То есть это и прагматически более выгодно, соответственно, этим специалистам иметь. И вот здесь, на самом деле, тоже я буду фиксировать, у меня несколько буквально так блиц там на 3 минуты фиксацию, условно, вот этих разрывов, которые сегодня есть, над которыми нужно думать, которые нужно отрабатывать. Да? Мы понимаем, что сегодня искусственный интеллект — это повседневная реальность, но все еще университеты, вот как было показано, 20% университетов в мире всего имеют какие-то политики, в России еще меньше. Вот мы анализировали, там порядка 30 университетов хотя бы как-то пытаются подступаться к ответу на вопрос про то, условно, как мы регулируем и определяем рамку взаимодействия с искусственным интеллектом. И это большой вызов.
вызов. То есть пока реальность на Земле сильно меняется, университеты, очень медленно и неповоротливо действует, и кажется, здесь нужно занимать более проактивную позицию. Второе. Студенты массово используют, но это не значит, что они умеют это делать эффективно. Вот, приведу результаты нашего одного исследования, большое, на 12 селективных российских университетах, хороших, мы там с 5000 студентов провели простое упражнение. Там внутри мы задали два типа вопросов. Один, условно, насколько уверенным пользователем искусственного интеллекта вы знаете, оцените по шкале от 1 до 10. Очень простой вопрос на самооценку навыков владения. Второе, мы дали техническое задание на написание промпта, куда были заложены, условно, 9 факторов вшитых, которые нужно было учесть для того, чтобы правильно спроектировать этот промпт. И вот здесь результаты нас удивили. Если мы посмотрим на самооценку, то 8 из 10 оценка, все считают себя уверенными пользователями и считают, что они классно умеют пользоваться искусственным интеллектом. А вот когда мы посмотрим на умение трансформировать понятное техническое задание в конкретный промпт, то здесь средний балл, который получали, это 3,5 из 10. Мы все еще сильно переоцениваем то, что у нас стихийным образом вот эти молодежь умеет пользоваться эффективно, и это значит, что университеты должны помогать, создавать помогающие решения того, как обучать эффективному использованию этих технологий. Сейчас это не происходит. Дальше, условно, да, то есть, когда мы говорим про чистоту использовать, не значит, что качество. Я продолжаю вот этот тезис, который я демонстрировал на результатах исследований, да, потому что здесь очень важно, чтобы университеты системно, через проектную деятельность, через умение работать с ошибками, через групповые работы, работали на формирование навыков постановки, приемки задач, развития критического мышления, как вот принципиально важного пререквизита для умения эффективно оперировать и существовать в текущем мире. И, конечно, вот это большой вызов про то, что если происходит вот эта генерация со слабыми навыками владения, да, и слабыми пререквизитами в части критического мышления, то действительно возникают вот эти проблемы, когда образовательный процесс в значительной степени превращается в формальность и не дает никакого прироста ни для человека, ни для университета, ни для общества, ни для рынка труда. Я закончу вот сейчас, и потом, может быть, тоже в отклик на то, что Михаил просил про практические советы, скажу ряд вещей, да. Я скажу первый совет в адрес университетов. Я вижу, что здесь есть представители. Вот. Во-первых, конечно, базовая гигиеническая мера. Нужно начать с того, чтобы установить правила игры и хоть какую-то политику в этом отношении выработать. Но мы понимаем, и мы видим это из результатов исследований, что на самом деле как бы нормативы не приводят к системным изменениям в образовательном процессе. И более сложная задача — это формировать в образовательных учреждениях культуру ответственного использования искусственного интеллекта, которая минимизирует риски, вот про которые я сказал, и максимизирует ту пользу, которую потенциально эта технология, соответственно, может принести. Вот. А последнее, если оперировать к более широкому кругу людей, не только к университетским управленцам, администраторам, конечно, здесь важно быть открытым к тому, что нужно будет постоянно развивать себя, совершенствовать и в том числе осваивать новые технологии, инвестируйте в это время, ресурсы, иначе вы проиграете. Большое спасибо. Евгений, большое спасибо. Вы сказали очень важную вещь. У меня все плохо, доктор, что мне принимать? Принимать решения нужно. Вот вы сказали, что очень важно научиться принимать решения. А есть какой-нибудь конкретный совет, как научиться учить принимать решения? Смотрите, ведь как будто бы проще попросить искусственный интеллект принять решение. Вокруг этого можно построить отдельную лекцию, я скажу откровенно. Да, и если когда-то возникнет потребность, я готов это сделать. Вот. Но на самом деле есть, условно, определенные педагогические технологии, те же самые технологии вот, проектного обучения, где на разных этапах они вынуждены решать задачи, принимать решения, анализировать ошибки. Это вот, условно, problem-based learning, то, что прозвучало у коллеги. Да, это определенные педагогические технологии того, как мы, условно, используем не готовые решения, а через коммуникацию с человеком, ли с машиной, или в команде, или мы вырабатываем в себе навык вот этого критического, рефлексивного отношения к тому, условно, какое решение мы самостоятельно принимаем. Я коротко вот скажу тоже, потому что у нас большое исследование было про развитие критического мышления. Там 8 лет назад у нас были очень плохие результаты по инженерным университетам. Мы показали, что не просто не растет критическое мышление, деградирует в процессе обучения. На лонгитюдных данных очень хороших. Но вот результаты там последние, прошлогодние, в нас вселяют надежду, потому что мы показали,
показали условно, что если в среднем мы возьмем среднюю температуру по больнице в университетах, не растет критическое мышление, но если мы возьмем те университеты, где есть системные интервенции, специальные курсы, специальные образовательные технологии, которые нацелены целевым образом на развитие критического мышления, там есть успех. И это дает нам надежду на то, что не все потеряно. Супер, спасибо огромное. Мне кажется, сейчас критическое мышление критически, простите за тавтологию, важно. Ну, потому что если верить всему, что говорят, далеко не уедешь. Поэтому спасибо. Я точно на стороне тех, кто считает, что искусственный интеллект никогда не заменит учителя, но может быть прекрасным помощником. Есть классные инструменты гиперперсонализации, например, когда там одному ребенку нужно задать задачку про машинки, а другому про кораблики, а третьему про фрукты, и тогда просто он будет более вовлечен. И искусственный интеллект может помогать такие вещи делать. Но все равно придумывать это должен учитель, который находится в центре процесса. Вот сегодня с нами Петр Земсков, лауреат премии знаний, автор книги по занимательной математики, ведущий канала математики и фокусы. Ну и я бы сказал, звезда интернета о том, как правильно преподавать детям. Петр, вот как вовлечь аудиторию сейчас, чтобы они слушали и действительно с интересом относились к образованию? Прошу вас. Всем большой математический привет. Да, я простой учитель, все-таки подчеркиваю, простой учитель из Челябинска, Петр Земсков. И вы знаете, что я чаще всего слышу от взрослых людей? Ну что ты со своей математикой? Вот я дожил до 50 лет и ни разу не воспользовался ни одним правилом из твоего учебника геометрии. И говорит это мой товарищ, взрослый человек, у которого елка стоит в крестовине. А если прямая перпендикулярна двум пересекающимся прямым, то она перпендикулярна и плоскости, в которой лежит эти прямые. Налицо признак перпендикулярности прямой и плоскости. 10 класс. А если вторую вертикаль поставить, то через эти две параллельные друг другу прямые можно задать плоскость, и она будет перпендикулярна плоскости основания. Вот вам основы каркасного строительства. Заполните кирпичом или утеплителем, и вы получите стену перпендикулярную плоскости основания. Это все ответы на вопросы «Зачем?». Это сейчас главный вопрос. Ну вот я школьный учитель, и я вижу на каждом уроке. И от взрослых все то же самое. Почемучек больше нет. Теперь книжку, если написать и назвать ее «Ответы на вопросы почемучек», ну это не актуально. Ответы на вопросы «Зачемучек» и взрослых, и детей. И вот вокруг этого «Зачем?» и приходится строить каждый урок. Все дело в том, что и вот самое главное, да. Зачем? И перед каждым уроком вечером я все время думаю, где применить то правило, которое мы будем изучать. Где его, как направить детей на применение этого правила. И вот здесь, так, сейчас. И вот тут приходится креативить. Вот, слово забыл. Это уже возрастное. Когда иногда слово помнишь, а сказать не можешь, это вот такой звоночек, надо с этим работать. Тут приходится креативить. Модное слово, которое рядом идет вместе со словом «вовлеченность». Некоторые думают, это вот современный тренд. Друзья, все давно придумано. Когда я был молодой учитель, вот буквально после армии, 22 года, пришел в школу, и мне директор сказал: Петя, если ты идешь в кабинет не с открытием Америки, то дверь можешь не открывать вовсе. Понимаете? И поэтому на каждый урок ты придумываешь какое-то открытие. А где брать идеи? Все говорят, креативность, креативность. Ну, научите меня креативности. Где брать идеи? И вот профессия учитель, если здесь есть преподаватели, учителя, нам повезло просто. Потому что наша профессия устроена так, что все идет в твою копилку. Все идет в профессиональную копилку. Вот
Начало 80-х годов. Я ученик школы. У нас наш физрук Геннадий Семенович Вертьянов каждое утро без 15:07 открывал спортзал. Вот уже сколько времени прошло, ни один физрук так не делал, не делает, не знаю, будет ли делать. И мы приходили и с 7 утра до без 5-8 оттачивали свое мастерство игры в баскетбол. И через некоторое время мы, простые мальчишки, которые не ходили в баскетбольную секцию, выиграли первенство области. Как добился этого Геннадий Семенович? Просто он делал то, что не делают другие. Вот она и формула, наверное, какого-то успеха. Не просто придумать креативный шаг, а еще сделать то, что не делают другие. И вот над нами иногда посмеиваются. Ну вот вы люди, которые заряжали банку во время сеансов Кашпировского. А я из этого взял целую книжку, придумал. Метод Кашпировского. Что делал Кашпировский 1,5 часа, прежде чем, как якобы он начинал лечить? Он 1,5 часа говорил об успехах своего метода. И ты уже волей-неволей поверишь. Так и я. Вот помните, несколько лет назад у нас ОГЭ не сдавали порядка 30%. Ну, прям новости были, новостные ленты. 30% учеников не сдали ОГЭ за 9 класс. Сейчас этих новостей нет, уже 2 года, вот эта книжка моя. Дело в том, что я придумал метод Кашпировского. Я взял задания элементарные и начал в этой книжке рассказывать о них. Там есть такое задание, фигурка, надо по клеточкам посчитать количество этих клеточек в фигуре и записать ответ. Ну, смешное задание. Еще такое же, еще. И ученик, у которого волосы дымом вставали от геометрии к 9 классу, он уже видит, ничего себе, я могу решить 10-15 заданий. Да что же я? Да, значит, я могу справиться и дальше. И дальше в книжку идут и теорема Пифагора, и он тебе уже не только гипотенузу, он еще и катет найдет даже. Вычитать из гипотенузы, это чрезвычайно сложно. Ну и так далее. Одним словом, все, что в жизненной копилке, все идет в твою профессию. А вот давайте порешаем. Итак, задача номер 1. Сейчас, почему нужно сейчас порешать? Вот это все замечательно. Огонь в глазах учителя. Прекрасно придумал практикоориентированный сюжет урока, да? А ведь должна быть еще драматургия урока. Урок — это что? Художественное произведение. Ни один человек не будет смотреть фильм, если вначале нет конфликта. Вспомните служебный роман. 2 героя. Конфликт, потом любовь. Ирония судьбы. Ну, пожалуйста, конфликт, приводи хоть все отделение, потом не разлей вода. Итак, должен быть конфликт, но не ссора ученика-учителя, а парадоксальная некая ситуация. Проблема, да, как сейчас модно говорить. Итак, внимание, вот 8 класс. Начинается задача. Решили построить павильон предприниматели 15 на 20, смета 3 миллиона рублей. Вдруг неожиданно появились деньги, на счету 12 миллионов, принимают решение, ну, денег в 4 раза больше стало, принимают решение увеличить размеры в 4 раза. Ну, 8-классники задумываются. И тогда кто-то поднимает руку с последней парты и говорит: Петр Саныч, так отношение площадей подобных фигур равно квадрату коэффициента подобия. Площадь пола увеличилась в 4, линейные размеры увеличились в 4 раза, а площадь во сколько? В 16. Значит, материала на пол, потолок и крышу в 16 раз больше надо. Стены, да, ладно, 1 линейный размер в 2 раза. Значит, 12 миллионов точно не хватит. Вот мы и нашли секрет многочисленных долгостроев. И, может быть, кто-то из 8-классников или 8-классниц, когда-нибудь она подскажет своему мужу и убережет его от какой-нибудь ошибки.
другая задача. Это мы с 8-классниками разобрались. А в 6 классе изучают пропорцию. Хотя, наверное, для 6-го, может быть, будет и трудно воспринять. При строительстве 3 коттеджей 2 компаньона вложились. Один вложил 3 миллиона, другой 4. Ну, сложилась так ситуация. Вот я придумал эту задачу, что они взяли по коттеджу себе и заселились семьями. А 3-й коттедж, в общем-то, сумели продать за 14 миллионов. Вопрос: как поделить прибыль от этих 14 миллионов? Есть соображения? Ну, на первый взгляд кажется, 4 к 3, да? Естественно, вроде бы. Но вот люди машут головой. И точно так же вечером дома, в семье того, кто вложил 4 миллиона, значит, сидят они с женой, тут еще теща, наверное, и говорят, что-то здесь не то. 4 к 3, что-то здесь не так. Давайте попробуем посчитать, говорим мы. Ну и кто-то из ребят поднимает руку и выходит. Себестоимость одного коттеджа какова? 7 делим на 3. 7 к 3. Это сколько будет? 3 входит в 7 2 раза. 2,1/3 себестоимость коттеджа. Верно? Ну и давайте начнем с того, который 3 миллиона вложил. Он забрал себе коттедж. А сколько средств ушло на второй-то? На 3-й, который надо продать. 2/3 миллиона. 2/3 миллиона — это 666 666 рублей, 666 копеек и 6 в периоде, да, наверное? А тот, который 4 миллиона, у него 1 миллион 2/3. Давайте переведем в неправильную дробь, знаменатель умножим на целое и прибавим числитель. Сколько будет? 5/3. Ну и давайте вот здесь где-нибудь, так, как видно, где у нас камера, потому что мы работаем так, чтобы весь класс видел, в том числе и товарищ за камерой. Как разделить дробь на дробь? Молодцы! Прям как 9-классники. Первую дробь оставить без изменения. Ладно, не будем научным языком говорить. А вторую дробь перевернуть. 3 и 3 сократится. Нужно поделить деньги в отношении 5 к 2. То есть товарищ, который вложился побольше, должен забрать 10 миллионов, а другой 4. И вот тут что интересно. И мне кто-то из ребят говорит, вот урок вокруг задачи. И употреблю детское слово, особенно прикольно получается, если задать задачу, что тот, который 3, вложил 2. 2 и 4. Вот тут прям четко видно, он ни копейки не должен взять с продажи того коттеджа. А ведь они, как друзья, могут поделить. Ну ладно, это вопрос уже дальше. Можно спорить, как лучше в бизнесе, вдвоем или лучше одному. Так что, уважаемые друзья, но главный секрет вовлеченности все-таки, я вам раскрою. Он в другом. Мне 56 лет, половина жизни прожита. Я не могу позволить себе ни одной минуты провести неинтересно. Мои 45 минут моей жизни должны быть интересны. И перефразируя героя Мимино, если уж мне будет интересно, я проведу урок так, что и тебе будет интересно. Всем большой математический привет. Спасибо вам огромное, Петр. Это было круто. Я пересылал вашу задачку застройщикам вот этого павильона первую. Люди отказывались воспринимать, говорят, там какая-то ошибка. Вот. Спасибо, очень здорово. Это правда очень круто, и мы прям фактически сейчас побывали на вашем канале, и теперь понятно, почему школьники так вас любят. Ну что, давайте поговорим про цифровое образование дальше. Вот только что Игорь Иванович, Совет Федерации, рассказывал про просвещение. И сейчас, мне кажется, просвещение такая очень важная задача, потому что у нас есть, с одной стороны, вариант пойти на поводу, вот там нужно делать цифровое образование, а с другой стороны, вот мы с Натальей рассуждали, наверное, не всегда нужно идти на поводу, а там брать и тоже вытаскивать из зоны комфорта. Я хочу позвать Михаила Серегина, директора по продуктам цифрового дивизиона просвещения. Михаил, как правильно
преподавать, используя цифровые технологии. Прошу вас. Аплодисменты. Прием, прием. Да, всех рад видеть в этом зале, но у меня сегодня простая задача. Доказательство отрицания. Одна из самых простых, наверное. Почему экономика талантов невозможна без цифрового образования? Про все сложные словосочетания в названии поговорим обязательно, но начнем со знакомства. Здесь все люди известные, некоторые прямо звезды. Очень рад быть в этом компании, а я не совсем звезда. Ух, а мне надо, наверное, кликер еще взять. Вон там, да. В общем-то, я про цифровое образование говорю отчасти потому, что я психолог, а если быть точным, моя специализация — это то, что называется нейронауки сейчас. И там я столкнулся с сферой больших данных и случайно попал в ведущие технологические компании в России, такие как ВК и Яндекс. Вот. И там как раз-таки задумался, вот почему, когда мы людей нанимаем, в резюме наличие каких-то курсов образовательных, это резюме скорее ухудшает, а не улучшает. Неужели нельзя сделать, чтобы хотя бы в ноль выходить у людей по затратам? Так появились Карпов курсы, это, больше расскажу про них чуть дальше, это компания, которая занимается образованием в сфере больших данных, все, что связано с анализом данных, data science, искусственным интеллентом, глубоким обучением. Вот эти вот все страшные слова, которые за последние несколько лет стали все чаще звучать и в обычных коридорах. И с недавних пор Карпов курсы — это часть группы компаний просвещения с этого года. Я думаю, что здесь в зале много людей, которые имели отношение к такого рода сделкам, мероприятиям. Они могут скромными аплодисментами поздравить обе стороны, если захотят. Вот, сдержанно, спасибо, без восторга. А я, соответственно, помимо совладения Карпов курсами, еще и директор по продуктам просвещения цифрового дивизиона. Ну и теперь, когда вы знаете, почему я говорю те вещи, которые говорю, давайте перейдем к... да, еще немного про Карпов курсы. В общем, мы топ-5 по технологическим компетенциям в России, но еще и по компетенциям в сфере Data Science, машинного обучения. Это все немного разные вещи. Мне вот важно, а вам, наверное, не очень. Ну и практически 100 тысяч человек прошли через наши навыковые курсы про те или иные вещи, связанные с данными. Это не только технические специалисты, это еще и руководители, и менеджеры, и все, кто угодно. Собственно, что такое цифровая экономика и причем здесь экономика талантов? В общем-то, сейчас уже становится понятно, что просто конкурировать за те таланты, которые есть на рынке, поздновато. Они все поделены по нескольку раз, и друг у друга их забирать только увеличивает цену этого таланта. Конкуренция сейчас идет не за те таланты, которые на рынке труда есть сейчас, а за те, которые мы хотим создать. И, раньше начнем, раньше закончим, раньше они у нас появятся. Более того, таланты нам нужны не какие-то абстрактные, а те, которые будут служить задачам экономики, потому что если просто позволять соперничать 100 школам, расцветать 100 цветам, то в итоге окажется, что часть людей в новой экономике нужно переучивать. Поэтому нам нужно понимать, кого и чему мы учим, и самое главное, зачем, что потом с ними будет происходить в этой самой экономике талантов. И, собственно говоря, экономика талантов — это мероприятие, требующее подсчетов, и в экономике талантов любой талант — это инвестиционное мероприятие. То есть мы вкладываем в людей деньги на протяжении многих лет и рассчитываем какую-то возвратность этих инвестиций в итоге получить. И две основные задачи экономики талантов — это сделать так, чтобы каждый инвестпроект, каждый талант окупился, то есть принес больше, чем мы на него потратили, и чтобы у нас были таланты с асимметричной возвратностью, то есть которые делают по сравнению с тем, что мы в них вложили, то, что называется в венчуре иксы. То есть в 10, 100, 10 тысяч раз больше, чем мы в них вложили, приносили. Это образование высоких достижений. Это те люди, которые заканчивают школу, университет и двигают науку вперед благодаря своим экстраординарным способностям, которым мы позволили развиться. Собственно, у экономики талантов есть две задачи. Это левую часть нашего нормального распределения гор сдвигать немножечко правее, чтобы как можно больше, чтобы центр был как можно выше по покупаемости, и растить вот этот вот хвост, то есть не позволять
тем людям, которые способны на высокие достижения, не реализовывать свой потенциал. Первое, что для этого нужно, для реализации, это роль преподавателя. В общем-то, мы в Карпов курсах довольно быстро заметили, что у нас очень много общего с издательством или с музыкальным лейблом. Если мы возьмем исключительного человека, который способен создать настоящий образовательный продукт, то в этом много общего с написанием книги или, кстати говоря, учебника. В этой связи Карпов курсы, как часть группы компаний просвещения, конечно, имеет между собой много общего. В центре любого успешного образовательного продукта должен стоять человек, который знает методически, как привести из точки 0 в точку 1. Просто экспертности в той или иной доменной области недостаточно. Нужны некоторые методические мета-навыки. В общем-то, к чему я это все говорю, сейчас довольно много внимания уделяется искусственному интеллекту и его роли в образовании. Вот я как человек, который, наверное, как и некоторые в зале, способен действительно развернуть модельку у себя локально на компьютере, могу сказать, что нет из средних весов модели мы не получим Петра Земского никаким образом. Чтобы получать исключительные результаты, нам нужны исключительные люди. Модели большие, генеративные, предназначены для того, чтобы давать наиболее вероятный вывод, то есть продолжать цепочку из токенов следующим наиболее вероятным. Если мы в центр такого инструмента не поставим человека, от которого эта модель может исходить, мы ничего интересного не получим. Следующее, я думаю, что со мной согласится коллега из Института образования, это прозрачность через данные. Невозможно управлять возвратностью инвестиций тех, которые мы не отслеживаем на протяжении всего пути. Сейчас уже очень много делается в этой сфере, в частности, например, Mesh и моей школой, платформами, которые позволяют нам видеть, как человек проходит свой образовательный путь, что с ним на этом пути происходит. Нам нужно в эту сторону двигаться всем вместе, всем рынком. Чем больше мы измеряем, и чем больше мы видим самого процесса, а не его конечного результата в виде ЕГЭ или ОГЭ, данные о котором широко обсуждаются, как мы знаем, тем больше мы можем на него влиять. И самое главное понимать, а каково влияние этих факторов, про которые мы все очень много говорим. Каких-то невероятных личных особенностей, влияние фигуры учителя, влияние системы образования. Каково оно? К сожалению, качественно измерять вот эти все вещи возможно только в цифровой среде, потому что в офлайне это очень-очень дорого и долго. Ну и персонализация, персональная траектория. В общем-то, если тоже немножко математики будет, рисовать не буду, если средний курс по одному предмету, например, по русскому языку, подходит 80% учащихся, то по всем 13 предметам все курсы, все 13 предметов, а в 9 классе 13, по-моему, да, предметов, будет подходить менее чем 5%. Просто потому, что мы возводим в степень 0,8, возводим в 13 степень. Вот. Получается, что полностью средняя программа, даже очень хорошая, не подходит никому. И сейчас мы имеем все возможности для того, чтобы каждый учащийся на любом уровне образования получал возможность идти своим путем, в своем темпе, уделяя внимание тем проблемам и задачам, которые актуальны для него, а не те, которые мы предполагаем будут у него вызывать наибольшую сложность. Вот. Ну и, собственно говоря, следуя этим трем принципам, мы многого достигли. То, чем лично я горжусь, я считаю, что образование все-таки должно иметь какую-то конкретную цель, а не быть для общего развития. Наша конкретная цель в Карпов курсах — это трудоустройство тех, кто меняет свою профессию, и 80% тех, кто ищут работу после наших курсов, ее находят. Ну и моя личная гордость — это когда я вижу в вакансиях, в описании, в требованиях наш бренд, что хорошо бы, если бы человек прошел Карпов курсы. Вот. Логичный вопрос, что мы будем делать дальше в всей группе компаний просвещения. Первое — это обучение в ходе всей жизни. Очень много говорили про то, как высшее образование не сильно поспевает вот за тем, как быстро движется экономика. Да, вот насколько мне известно, сейчас первокурсники много задумываются о том, а будет ли актуально то, чему они учатся к 4-му курсу. И это вот реальная проблема, которая стоит перед молодежью. Мы хотим строить
обучение в ходе всей жизни, то есть на всех уровнях, и не ждать, что мы один раз человека проведем за ручку через все институции образования, и он будет готов приносить пользу себе и обществу всю оставшуюся жизнь. Человек будет учиться, переобучаться, и он должен быть к этому готов. В частности, для этого мы сотрудничаем с организациями высшего образования. Это программа магистратуры, которая сейчас является одним из основных инструментов профессиональной переподготовки уже закончивших высшее образование специалистов, и программы дополнительного профессионального образования. Здесь большим фокусом также будет среднее профессиональное образование, потому что это инструмент, который позволяет нам выходить на рынок труда гораздо раньше, чем проходя через все круги ада 4 лет высшего образования. Всеобщая грамотность. Здесь в целом за меня все сказали. Нужно уметь пользоваться и все-таки понимать, чем искусственный интеллект отличается от золотой рыбки и почему. Ну и, конечно, сверхперсонализация. Нам нет нужды поддерживать образование от одного к многим, когда каждый ученик может получать весь объем внимания от преподавателя благодаря передаче рутины преподавательской современным инструментам. В общем-то, все. Михаил меня уже отругает сейчас, да? Я закончил. Спасибо. Я хотел зацепиться за один слайд, где вы сказали, что 80% находят работу. Я хотел сказать, что когда в стране безработица 2%, то что ни делай, всегда будет эта статистика верной. Поэтому, мне кажется, цифра немножко лукавая. Это я ни в коем случае не хочу наезжать. У меня, на самом деле, вопрос быстрый. Не кажется ли вам, что сейчас главная роль — это фактически быть продюсером? То есть даже не курсы писать, а быть продюсером вот таких звезд, как, например, Петр у вас? Да, я на всякий случай уточню, все-таки не ветеринарами они находят работу, а какую хотели, в смысле... Ветеринар — прекрасная работа, кстати. Да, но они хотели не эту. В смысле, по крайней мере, мы этому никак не помогаем. Действительно, я не уточнил этот момент. А второе, это очень хорошая тема, находить исключительных людей и помогать им получить как можно больше охват. Я могу сказать на своем опыте, что это очень приятная и для себя, и для общества тема. Мы на этом построили хорошую компанию. Всем советую. Ну, то есть бизнес — это быть продюсером звезд. Мне кажется, это классная история, особенно в образовании. Спасибо огромное. Спасибо. У нас завершающее выступление. Мы сегодня много говорили и о новых технологиях, и о науке, и об образовании, но вот как соединить это все и как науку и технологии превратить в реальный продукт. Илья Боротынцев уже вышел. Я сейчас просто постараюсь правильно прочитать. Доктор технических наук, профессор, директор Центра инженерных разработок «Волоконные мембранные технологии для биоэкономики». Все верно? Сеченовского университета. Работы Бауманский университет, Менделеевский университет и еще Забайкальский. Илья, вот теперь после этого надо круто зажечь, как технологии превращаются в бизнес. Прошу. Знание рождается в лаборатории. Но, как вот Наталья сказала, что рассказывая про свои замечательные экскурсии, что мы передаем знания. И действительно, казалось бы, путь от пробирки до завода очень простой, но с точки зрения экономики самый сложный и довольно длительный. Я даже сейчас книжку написал, вот выйдет... Я думаю, в течение этого месяца «От пробирки до завода», где для 7-11 класса, там, 8-10 лет рассказывается про профессию химик. Так, вот возвращаясь к этому, что идея, знание — это вообще не продукт. И рынку нужен продукт, который продается, который постоянное качество, который, соответственно, должен доставиться в срок с понятной себестоимостью, потому что бизнес — это же про прибыль. И в этом плане, вот как из идеи сделать продукт, и делаем ли мы изобретение? Да, делаем изобретение, много научных открытий. Кстати, знаете, чем открытие отличается от изобретения? Это совершенно разные истории. Вот, например, Колумб, вот мы про Америку сегодня говорили, открыл Америку. Потом ее назвали по имени Америка Веспуччи, но она была до того, как он ее открыл, и после того, как он ее открыл. А изобретение — то, чего не было раньше в мире. И, например, процесс Габера-Боша, синтеза аммиака, основа продбеза и взрывчатки, этого не было в мире. И это создали люди. И так очень много историй. Этим отличается, собственно, наука от такой высокой науки, когда мы изобретаем что-то. Так вот,
как это изобретение доставить людям на рынок, и здесь нужно создать продукт. Это сложный путь, путь, который состоит из технологических регламентов, пилотных установок, соответственно, организации производства, продаж, маркетинга, ну и так далее, и так далее. И роль ученого там, кажется, вот, который придумал идею, она теряется. Это к вопросу, вот сегодня на сессии обсуждалось, а сколько должен ученый получать за свое изобретение. Пока это очень маленькие там, цифры, в химии, например, 3-5% роялти. Сложный, институциональный, плюс еще регуляторика должна быть, так сказать, гармонизирована. Путь непростой. Но очень важно понимать, что вот комплексный подход в этой истории, вот знаете, как-то мы были на совещании у одного очень высокого чиновника, он говорит, что у нас есть для производства, как раз вот за разгар импортозамещения, там, колеса, например. Ну, колесо тачки, но колесо может быть и у самолета боевой авиации. 99% есть. Прекрасно, делаем. Не делаем, потому что корд вот внутри, такая вот армирующая сеточка из полимерного материала, она не даст ни самолету взлететь, ни тачке долго ездить, ни тем более автомобиля. Поэтому в этом плане 1% производства может остановить все производство. И, собственно, в санкции мы это очень хорошо почувствовали. И в этом плане, я химик в первую очередь, да, и в этом плане химия это не то, что про материалы, там, нефть, там, удобрения. Это на самом деле система обеспечения целых отраслей. Авиации, медицины, фармацевтики, ну и, в общем, много-много-много разных историй, потому что вот одно рабочее место в химии, оно дает почти 12 рабочих мест в смежных областях промышленности. И новый проект, национальный проект «Новые материалы химии», где создано 23 цепочки, и есть один такой показатель, там 700 продуктов должно быть создано в этом всем. Есть один показатель 180%. Но должен быть рост в области малотоннажной химии. Но малотоннажная, там, среднетоннажная, еще есть микротоннажная химия. Это же не про объемы производства. Они мало и потребляются, ну и, соответственно, производится мало, потому что потребляется мало. Это значит, что мы должны совершить революцию в плане развития этого производства. То есть нам нужно все равно мало, но этого мало, нужно много где. Вот я про 1% вспоминаете. Поэтому в этом плане химия — это хороший пример именно такого институционального или, может быть, даже платформенного подхода к развитию вообще науки и технологий именно в продукт, потому что от конкретных производств там, того или иного мы переходим к высокомаржинальным продуктам. Вот мы говорим, что страна должна быть самой лучшей, да? Так вот, лучшее оно там, где больше прибыль получается, которую можно потратить потом уже на образование детей и на все остальное. И здесь возникает для ученых очень интересный челлендж. Во-первых, когда мы приходим, например, в банк за банковским финансированием, и банки начинают считать и не понимают, говорят, рынка нет. Вот, например, есть один такой продукт, МХУК, монохлоруксусная кислота, потребность 7 тонн. Копейки. Ну, можно проще купить даже, значит, параллельным импортом. Но если мы начнем разбираться, что такое МХУК, он, оказывается, применяется в фармацевтике, он, оказывается, является основой для глифосата, который обеспечивает средства защиты растений, это значит наша продуктовая безопасность, используется в концентрационных пластиках. И получается, что для новых производств вот этот рынок первично, он скрыт, и нужно очень хорошо разбираться и показывать, что мы, по сути, делаем, создавая производство там, на 50 тысяч тонн, новую отрасль, которой не было Российской Федерации до этого, либо она была, но ее потом, значит, в годы перестройки убили конкуренты, потому что, ну, мы понимаем агрессивную политику и раньше, и сейчас там китайцы как нас душат, потом, так сказать, мы втридорого покупаем, не имея своего. И очень много, этот проект очень тяжелый, там много кто его хотел, ну и сейчас в итоге строится, но тем не менее. Поэтому и 42 тысячи, это практически 6 тысяч раз больше, совершенно колоссальная разница. Поэтому здесь, когда мы думаем с точки зрения науки и что мы хотим создать, изобрести, это не вещество должно быть, а по сути функция. То есть какую функцию, какую задачу вы хотите решить для там, государства, общества, бизнеса в том числе. И вот такой функциональный подход, мне кажется, он для ученого, если мы в начале нашего пути думаем об этом, он совершенно иначе выглядит. И путь до продукта, он, соответственно, может быть пройден. Но пройден путь
пройти очень сложно, потому что между идеей и продуктом лежит долина смерти, высокорисковая, наполненная непонятными вещами, особенно ученый построить завод не может. Ну, то есть это факт. Очень сложно. Поэтому здесь вот путь от идеи через до пилотного даже производства лежит через долину смерти, где там нужны новые институциональные механизмы. Они сейчас есть, там, и на практика, инженерный центр и так далее, и так далее. Но, тем не менее, там грантовое финансирование. Но, тем не менее, долина смерти — это сложно, это страшно, и это, как говорится, one way, чтобы дойти до продукта, к сожалению. Через нее надо пройти. Вопрос с кем? И здесь мы говорим о том, что инженер, по сути, это новый элита, потому что от французского инженер — создатель, да, практически божественная история, поэтому инженера нам нужно опять поднять на уровень там, социальной лестницы и поставить его наравне с людьми, принимающими решения, потому что только он может идею, которая родилась в пробирке, довести до завода, правильное оборудование, регламенты, откуда привезти, где достать и так далее. И все это, чтобы работало. Важно, чтобы оно работало в конце и получить продукт, как я уже вначале говорил, гарантированное качество, сроков и так далее, и так далее. Поэтому я считаю, что инженер — это новая элита. Вот. Но долину смерти проходить с мешком грантовых денег, конечно, прикольно, но неправильно. Вот. И знаете, у ученых даже есть такое обидное слово — грантоеды. Вот вы гранты получаете, что-то делаете, прекрасно, нужно это делать, но, к сожалению, долину смерти, вот мой такой, наверное, опыт личный, да, лучше пройти с первым покупателем. Человек, который с тобой разделил риски долины смерти и который, по сути, был первым на той поляне, которая обеспечит спрос на твой новый продукт. Это, на самом деле, первый покупатель важнее первого гранта. Поэтому новый завод начинается с формулы, которая реализуется не через бетонные стены, а через технологии инженеров, и только с ними можно строить такие заводы. Поэтому вот об этом, собственно, я и хотел сказать, что формулы рождают цепочки, от лаборатории рождают технологии, ну и, собственно, инженеры строят заводы таким образом. Спасибо. Спасибо огромное. Мне кажется, вы когда сказали, что ученые получают 3% роялти, это как-то даже многовато, если честно. Мне кажется, столько не доходит до ученых по-хорошему. 3 до 5, да. Серьезно? Главная сложность, как выбрать из всего этого. Знаете, вот вы сказали про грантоедов. Я помню, этот термин очень давно существует, но как будто бы, и об этом часто говорит Игорь Иванович, что должно быть, знаете, вот это вот право на ошибку, чтобы ты мог получать гранты. И да, наверное, какой-то процент грантоедов. Но главное, чтобы все-таки там не пытаться поймать вот только тех, кому надо дать, и не иметь права на ошибку. В этом проблема. А скорее, ладно, пусть кто-то там будет грантоедом, зато мы поддержим большинство хороших. Вот такая должна быть логика. Здесь я абсолютно согласен. Просто если мы говорим в продуктовой логике, то есть тот трек ученого, например, у меня сейчас аспирант очередной защитился, говорит, я хочу пойти и посмотреть, сколько я стою на рынке труда. Я говорю, Сереж, иди, ты стоишь там 50 тысяч рублей, может быть, 200 тысяч рублей. Я говорю, с нами ты заработаешь больше, потому что мы идем в сторону продуктов, как стартаперы. И это путь, вот, который пока он не принял, посмотрим, что будет после ПМФ. Главное, чтобы большинство людей поддавались вашим убеждениям. Да. Спасибо огромное. Спасибо. Ну что, мы сегодня поговорили обо всех, мне кажется, этапах, от идеи до продукта, о роли технологий, об образовании. Спасибо за потрясающие задачи. Так, что? Вы можете представиться? Да. Не знаю, как включить. Екатерина Анисимова. Вот, я просто много слушала сегодня про искусственный интеллект и про то, как нужно обучать. И мне кажется, что очень важно не просто обучать, да, это прекрасный искусственный интеллект. Я много работаю с молодежью, да, но мне кажется, очень важно предоставлять молодежи действительно реальные возможности, где они могут вот эти свои навыки даже на этапе обучения показать. Потому что очень часто бывает, особенно в креативных профессиях, да, мы видим уникальные эскизы, но когда дело доходит до того, чтобы воспроизвести, никто не может это сделать. И даже хочется сказать спасибо Наццентру России, который действительно привлекает очень много молодежи для участия в своих проектах и не боится, и предоставляет возможности молодым художникам, случайно дизайнерам. Оказались рядом с Натальей. Ну, можно сказать так. Но главное, давайте привлекать больше молодежь, чтобы все-таки
Не только искусственный интеллект. Давайте скажем спасибо не только на Центр Россия, а всем спикерам. Да, спасибо огромное. Удачи.